Капитуляция Вашингтона, переговоры стартовали, и Трамп использовал все козыри, но даже ультиматум не сработал. Что будет дальше? В опасности еще одна страна. Пропаганда уже прогревает общественное мнение. Все готово к агрессии. На кого сейчас указывают в Москве? Поддержка диктатора падает, ситуация критическая. На что готов пойти Путин ради поднятия рейтинга? И кто ушел вниз вместе с ним? Массовая депортация россиян из одного из самых популярных мест релокации. Кого выгоняют и почему? Об этих и других самых главных событиях субботнего вечера 11 апреля. Спасибо, что вы с нами вместе. Отделяем важное от шума. Я, Алексей Бурлаков, это «Нехта». Начинаем прямо сейчас. Переговоры стартовали, хоть и очень неуверенно, но уже понятно главное требование Дональда Трампа. Для него в сделке с Ираном все сводится к одной фразе – никакого ядерного оружия. Я думаю, все пойдет довольно быстро. А если нет, мы сможем покончить с этим так или иначе. Никакого ядерного оружия. Это и есть 99% всей сути. Ормузский пролив, по его словам, важен тоже, но почти как приложение к главному пункту. Мол, он скоро снова откроется, с согласия Ирана или без него. То есть Вашингтон сейчас идет на переговоры не за красивым перемирием, а за жесткой фиксацией. Тегеран должен лишиться шанса на ядерную бомбу. Соединенные Штаты уже ничего не смогут с этим сделать. И мир тоже ничего не сможет с этим сделать. В этом плане из 10 пунктов нет никаких инспекций на местах, они вообще даже не упоминаются. И факт в том, что Иран получил столько силы, что следующим шагом, разумеется, станет создание ядерного оружия. Можно ожидать, возможно, 6 месяцев до первого ядерного испытания, может быть 1 год, но не 10 или 20 лет в будущем, как мы думали во времена сделки Обамы несколько лет назад. И в этом вся логика Трампа. Сначала ультиматум, потом разговор. Но в то же время происходят максимально странные вещи. США, похоже, сделали первый реальный жест навстречу Тегерану. По данным Reuters, Вашингтон согласился разморозить часть иранских активов, которые хранились в Катаре и других иностранных банках. В самом Иране это уже называют проверкой на серьезность намерений и тестом на добрую волю перед возможной большой сделкой. Но главное здесь не только деньги. По словам источника Reuters, проблема с Ормузским проливом уперлась в уже куда более грубую реальность. Иран не может быстро восстановить судоходство, потому что не в состоянии найти и убрать все морские мины, которые сам же там и разместил. До сих пор Ормуз выглядел как инструмент шантажа, а теперь он все больше похож на ловушку, которую Тегеран частично захлопнул. То есть переговоры в Пакистане стартуют на фоне очень странного обмена. США показывают деньги, Иран показывает, что даже при желании не может мгновенно вернуть все назад. Немного похоже на капитуляцию, которую обещал Трамп, но капитуляцию, где проигравшей стороной больше выглядит именно Вашингтон. Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях. У нового лидера Ирана, похоже, действительно тяжелые ранения, но не политические, а физические. Reuters со ссылкой на 3 источника из его окружения пишет, что Модждаба Хаминеи получил серьезные травмы лица и одной или обеих ног во время удара по резиденции в Тегеране. По словам собеседников агентства, лицо оказалось обезображено, а одна нога, возможно, была потеряна. При этом, несмотря на тяжелое состояние, он остается в сознании и, как утверждается, продолжает участвовать в принятии ключевых решений через аудиоконференции. Но здесь важна одна оговорка. Официального подтверждения масштаба этих ранений нет. Reuters подчеркивает, что в иранской власти сохраняется неопределенность, насколько активно Хаминеи вообще способен контролировать ситуацию. С марта он не появляется ни на фото, ни на видео, что только подогревает слухи. Москва готовит нападение? Новая страшилка в российской пропаганде, и следующим врагом внезапно стала Норвегия. Кремль и его пропагандисты начали раскручивать одну и ту же линию, будто бы Украина вместе с Норвегией готовит диверсии против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях. ТАСС даже выпустил материал про якобы угрозу судам из Мурманска. Одновременно Barents Observer прямо называет эту историю российской пропагандистской кампанией. Британия
и Норвегия действительно усилили военную активность на севере, но не для атак на российские суда, а для слежки за российскими подлодками у критической инфраструктуры в Северной Атлантике. Об этом официально сообщал Лондон. Союзники отслеживали российские субмарины возле подводных кабелей и заявили, что признаков повреждений нет. То есть за последние 2 дня мы видим не подготовку удара РФ по Норвегии и не подтвержденный план Норвегии бить по России, а рост нервной риторики Москвы. Как думаете, зачем раздувать историю медийно? В Украине становится еще опаснее. Москва, похоже, совсем не собирается сбавлять обороты и тем более идти на какое-то там перемирие. Новая база для шахедов еще ближе к границе. По данным АТЕШ, россияне строят в Орловской области новую площадку для запуска ударных дронов. До украинской границы оттуда меньше 200 километров. На месте уже возводят капитальные бетонные склады для хранения и подготовки беспилотников. Координаты объекта, как утверждают источники, тоже уже известны. Придется переносить, но это не так просто. Выглядит все не как временная точка, а как расширение полноценной инфраструктуры под новые удары. На объекте продолжается движение техники и личного состава, стройка не останавливается. То есть Россия не просто сохраняет возможность запускать шахеды, а наращивает ее. Чем ближе такие базы к границе, тем меньше времени останется на реакцию и тем выше риск новых массированных атак по Украине. Кто первым скажет, что король голый? Даже государственные опросы больше не могут дорисовывать Путину прежнюю стабильность. По данным Центра исследования общественного мнения, к 5 апреля его официальный рейтинг одобрения просел до 73,8%. Это минимум с февраля 2022 года. За неделю минус почти 2,5 пункта, за месяц почти 5, а открытый рейтинг доверия рухнул до 29,5%. По сравнению с максимумом в марте 24-го он упал на треть. Люди все хуже переваривают войну, блокировки Telegram, удары по VPN и жизнь в режиме постоянных отключений. Очевидно, что внутри российской системы развивается реальный конфликт элит, а не просто различие подходов. Причем это не абстрактная история. Людей, связанных с блоком Кириенко, сажают, и это важный индикатор того, где находится реальная сила. Самое неприятное для Кремля в том, что вниз пошел не только Путин. Минимумы с начала вторжения обновили рейтинги правительства, Госдумы и Совета Федерации. Социологи говорят об идеальном шторме. Усталость от войны, проваленные ожидания по сделке с США, давление на повседневную жизнь и все более заметное ощущение, что война лезет уже не в телевизор, а в дом, в телефон и в кошелек. Поддержка не обвалилась разом, но, похоже, начала медленно таять, а это для власти иногда опаснее, чем громкий одномоментный взрыв. На Бали, похоже, решили жестко зачистить целые релокантские анклавы. Власти острова заявили, что ликвидировали так называемые русскую и украинскую деревни. Места, где приезжие из постсоветских стран жили компактно, вели бизнес и все заметнее выпадали из местных правил. Губернатор Бали дал понять предельно прямо: никаких отдельных русских или украинских зон на острове быть не должно. Все обязаны жить по законам Индонезии и местным культурным нормам. Мы координируем действия с местными властями по вопросу русской деревни. Это стало нашей заботой, потому что Бали – один из главных пунктов въезда иностранных туристов в Индонезию. На этом фоне снова всплыла история с комплексом Парк Юбуд, который на острове давно называли русской деревней и который власти закрыли после громкого скандала с землепользованием и ареста его основателя Андрея Фрея. Бали давно ужесточает линию против иностранцев, которых считают проблемными, от нелегальной работы до криминала и демонстративного неуважения к местным правилам. В 2025 году только по линии крупнейшего иммиграционного офиса на острове депортировали более 330 человек, и россияне вошли в число самых частых нарушителей. Бали больше не хочет быть красивой декорацией для параллельной жизни своих среди своих. Остров все жестче показывает, что гостям здесь рады ровно до тех пор, пока они не начинают строить собственный мир поверх местного. Выборы уже на носу, но, похоже, граждане страны таки поняли, кто главный враг для их свободы. В Венгрии «Русские домой» уже пишут не только на митингах, но и на стенах Будапешта. Лозунг из 1956 года снова вернулся в город и звучит все громче накануне выборов. Страна будет решать, кто поведет ее дальше. И для Виктора Орбана это уже не просто очередное голосование, а, возможно, самый опасный экзамен за многие годы.
Опросы показывают, у Петера Мадяра есть реальный шанс выбить Орбана из кресла премьера, то есть Венгрия подходит к дню выборов в атмосфере злости, усталости и очень четкого вопроса о будущем страны. Команда Нехта уже на месте, следим за выборами в режиме реального времени и рассказываем вам на всех площадках. У патриарха Кирилла, похоже, все труднее держать даже собственную проповедь в фокусе. На литургии Великого Четверга он вместо предпасхальной темы несколько минут говорил о Рождестве и Крещении, праздниках, которые отмечают в январе. Лишь после подсказки он вернулся к теме дня. The Insider пишет, что на официальном сайте РПЦ этот фрагмент потом просто вырезали. И именно после этого в церковной среде и медиа снова заговорили о возможных возрастных когнитивных проблемах так называемого патриарха. А вот мы с вами празднуем Рождество Христово и его крещение в реках Иордана. Пока речь идет не о доказанной деменции, а о резонансном эпизоде, который усилил уже ходившие слухи о состоянии главы РПЦ. То есть сам факт путаницы выглядит очень неловко и симптоматично, но превращать это в медицинский приговор пока рано. Историческая миссия завершена. Все успешно разошлись по домам. Люди облетели Луну и благополучно вернулись. Экипаж Артемис-2 успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Это первый пилотируемый облет Луны за более чем 50 лет. И сразу с рекордом астронавты улетели дальше от Земли, чем кто-либо в истории. После посадки командир Рид Уайзман сообщил, что все 4 члена экипажа в порядке. Но главное здесь не только красивый финал. Артемис-2 — это генеральная репетиция возвращения людей на Луну. НАСА проверила корабль «Орион» в самом жестком моменте при возвращении через атмосферу на огромной скорости. Испытание прошло успешно, а значит, у программы «Артемис» появился реальный шанс дойти до следующего шага — новой высадки людей на поверхность Луны. А в прошлом выпуске мы рассказывали, что посланник Путина внезапно оказался в США. Параллельно Британия резко собирает военную коалицию после разговора с Трампом. И еще один тревожный сигнал из Европы. В Эстонии власти прямо советуют людям иметь запас еды минимум на 7 дней. Идет подготовка к войне. А из Киева прозвучало как раз заявление о возможном завершении войны. По словам украинской стороны, к компромиссу с Москвой подошли ближе, чем раньше. Если еще не видели, обязательно посмотрите. А мы с вами встретимся уже утром.